Сегодня в этом видео мы разберем новые указы Дональда Трампа и как это повлияет на криптовалютный рынок и что нам ждать дальше. Поэтому заранее поставьте видосику лайк, он бесплатный, спуститесь вниз прямо сейчас, поставьте лайк, напишите свой комментарий, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Вчера ночью у нас вышла новость о том, что Дональд Трамп подписал указ о создании BTC резерва. Его еще не создали, но уже подписали указ, что можно, ребят, давайте делаем. Что это значит для нас? Что такое BTC резерв? Это значит то, что первая экономика мира, США, будет закупать на баланс своей страны биткоин. Вы просто прикиньте, что происходит. Вот если вам раньше сказали, что Трамп запустит свой мемкоин, что в США будет BTC резерв, да вам никогда бы не поверили. А сейчас 2025 год, начало года просто. Куча новостей топовых залетает к нам. И то, что у нас будет дальше продолжаться бычка, в этом нет никаких сомнений. И потом, конечно же, будет альт-сезон. Но придется немножко подождать. Те, кто умеет ждать, те получат самые большие иксы. Сейчас все инфополе, весь фокус сосредоточен на BTC и нескольких там топовых альтах типа Solana. Эфириум даже нету фокуса на эфире, но опять же в этом видео вам все расскажу, когда ждать памп от эфириума, поэтому все будет, ребят, надо просто подождать. Вот, BTC резерв, наконец-таки Трамп будет покупать биткоин на баланс своей страны. Ну как, не Трамп будет покупать, а отдельная организация, которая будет этим заниматься. Давайте, знаете, с чего начнем? С того, что он обещал. Я выкладывал пост, опять же, вся топовая информация в моем телеграм-канале Bendy Gang. Обязательно подписывайтесь, чтобы получать только топовую инфу по криптовалюте. Вот, я выкладывал когда-то пост, когда это было 6 ноября, что Трамп у нас обещал криптонам. Внедрить биткоин в качестве стратегического резервного актива. Выполнено. Запретить создание CBDC. Выполнено. Превратить Америку в криптостолицу мира. Ну, она и так как бы на первом месте, но в любом случае этот пункт будет 100% выполнен, потому что уже приняли BTC резерв, и там еще куча всяких законов, которые будут выпускаться в сторону криптовалюты. Отменил прошлые законы Байдена, которые были вообще против крипты. Короче, Трамп красавчик, реально, жму ему руку, молодец, мужик обещал, мужик сделал. Использует биткоин для решения проблемы с госдолгом США. Вот это будет интересно, как это будет он использовать, и как он собирается с помощью битка госдолг США это погасить. Скорее всего, он хочет это сделать гонку среди стран за BTC, раскачать сильно биток и просто потом по стакану бам дать, чтобы продаться, закрыть свой госдолг США и дальше чилить. Интересно, кстати, если так сделает, это будет очень интересно. Можно будет неплохо шартануть. Так, поощрять инновации для создания величайшей экономики в истории. Вот это тоже он делает. Он, собирается США превратить в столицу искусственного интеллекта и криптовалюты. Тоже про искусственный интеллект он много говорит, что нужно развивать, что мы должны быть первыми, поэтому это тоже как бы у нас выполняется. Положить конец незаконным репрессиям демократов в отношении криптоиндустрии. Он отменил все прошлые законы Байдена, которые против крипты были, создание CBDC. CBDC это цифровой доллар, это полная противоположность криптовалюты, то есть CBDC это тотальный контроль, где государство может видеть, куда вы тратите доллары, как вы ими распоряжаетесь, запрещать вам пользоваться этими долларами, давать пользоваться этими долларами только на определенные нужды. Короче, CBDC это полная противоположность крипте, и Трамп сказал, что никакого CBDC не будет, только крипто. Это красава, это вам, это классно очень. Дальше, защитить право на майнинг и самостоятельное хранение криптовалюты. Ну тоже, опять же, все законы сейчас будут писаться, там создали отдельную, такую организацию, которая будет писать законы для криптовалюты, чтобы люди могли наконец-таки, не боясь использовать крипту и понимали, какие у них есть обязанности. Далее, позволить гражданам самостоятельно распоряжаться своими активами без госконтроля. Это тоже у нас все собирается делаться, и у нас это все будет, опять же, на все нужно время. Уволить Генслера, главу SEC, который постоянно душил крипту. Генслер понял, что ему хана, и он решил сам уволиться, поэтому это тоже у нас выполнено. Завершить антикриптовалютный крестовый поход Джо Байдена и Камалы Харрис. Тоже выполнено, все прошлые законы Байдена, которые были приняты, он отменил. Создать президентский консультативный комитет, который обеспечит принятие закона для крипторегулирования. Вчера ночью это сделал. Новые правила для криптоиндустрии будут писать люди, которые любят, а ненавидят отрасль. И это тоже, потому что вся администрация США на данный момент при Трампе, она вся криптовалютная. Это вау, это круто. И отпустить основателя Silk Road. Об этом я говорил в прошлом видео. Это тот чувак, который придумал якобы такой Darknet. И там можно было битком отплачивать. И он очень сильно повлиял на принятие криптовалюты, развитие блокчейн-индустрии. Да, не очень хорошим способом, но в любом случае этот чувак поучаствовал в развитии криптовалют. Поэтому он его тоже отпустил. И за счет этого Tornado Cash токен взлетел Торн. И сняли еще санкции с этой площадки. У меня тоже есть некоторые мысли на этот счет, потому что очень странно, что он запускает свой мем-токен, а потом снимать санкции с
получается, платформы, где можно отмывать этот кэш. То есть Tornado Cash, там это миксер такой, куда вы отправляете свои токены, они там мешаются с разными адресами, и вас невозможно следить. Очень странно, зачем он это сделал после запуска своего мем-токена. На это, конечно, есть вопросы и свои всякие теории, можете сами подумать. Вот такие обещания он обещал, и вот мужик сделал. Пост сегодня, который вот вышел, какие законы он подписал, и он продолжает подписывать новые законы, которые положительно будут влиять на криптовалюту. Указом президента создается рабочая группа по рынкам цифровых активов для укрепления лидерства США в сфере цифровых финансов. Это значит, что создаться отдельная группа, которая будет придумывать законы для криптовалют, будет это все регулировать, и эта группа состоит из людей, которые за крипту. Короче, топчик. Перед рабочей группой будет поставлена задача переработать федеральную нормативную правовую базу, сделать понятные, четкие законы для криптовалют. Далее, рабочую группу возглавит глава отдела искусственного интеллекта и криптовалют Белого дома Дэвид Сакс. Это тоже очень хороший чувак, он тоже за крипту, и я думаю, что он будет делать хорошие, правильные вещи. Глава отдела искусственного интеллекта и криптографии Белого дома привлечет ведущих экспертов в области цифровых активов и цифровых рынков, чтобы гарантировать, что действия рабочей группы будут основаны на опыте, накопленном не только федеральным правительством. Это тоже классно, что они будут экспертов привлекать в создание нормативных правовых норм для криптовалюты. Это тоже очень классно. Запретил CBDC, создание и продвижение CBDC запретил, просто красавчик. Использованный указ отменяет исполнительный указ предыдущей администрации о цифровых активах и рамки международного. Отменил указы Джо Байдена. Там еще куча новостей повыходила. Я вот самые основные публиковал, которые вам нужно понимать, знать. Также вот он вчера такой подписывал, получается, законы, такой крипто. И в конце он сказал, что я заработаю много денег для своей страны. Качать он будет люто, поэтому нужно находиться в рынке. Да, биток, скорее всего, будет качать эфиры, то, что он там еще тарит Aave, Link он тарит, Solana он тарит, вот это тоже он будет, скорее всего, качать. Американские токены. У меня скоро на канале выйдет видео про американские токены, какие токены созданы в Америке, и с большей вероятностью они, скорее всего, полетят. Это будет уже в следующем видео, поэтому подписывайтесь, чтобы его не пропустить, и ставьте этому видосику лайк, чтобы оно продвигалось. Окей, что у нас еще интересного? Вот еще Дэвид Сакс уже высказался про цели рабочей группы, тоже можете почитать. CBDC против стейблкоина, будут стейблкоины развивать, чтобы укреплять доллар, цифровое доминирование доллара, всякое такое. Тоже у меня вся информация в моем телеграм-канале Bendy Gang. Дональд Трамп ставится... кстати, вот это еще классная новость. Дональд Трамп заставит ФРС снижать ставку. Снижение ставки, это очень положительно отражается на криптовалютах, потому что деньги становятся дешевыми, и люди могут свои остатки денег, которые у них остаются, влаживать в рискованные активы. Поэтому снижение ставки для нас это очень хорошо. Не знаю, как там будет Трамп давить на ФРС, но если это и правда, что у нас будет снижаться ставка и дальше, как видели, у нас начала снижаться ставка и начался рост BTC. Поэтому если это дальше продолжится, то это положительно повлияет вообще на весь рынок криптовалют. Еще бы он запустил печатный станок и просто вообще, конечно, за счет этого будет расти инфляция, но, как говорил Майкл Сейлор, кто первый запустит печатный станок для покупки BTC, тот и выиграет. Поэтому нас ждет очень интересный год. Главное оставаться в рынке, дружить с головой, со своими эмоциями, не поддаваться им вообще. И понимать, куда мы идем. А будущее у нас прекрасно. Об этом я тоже много раз говорил. Так что у нас вырисовывается по BTC. У нас очень интересная такая формация. Я видел, кто-то рисует тут Diamond паттерн, такой разворотный паттерн. Но, мне кажется, он не состоялся, потому что у нас биточек опять идет на 105, 106. Вот вчера он был 106. Вот эти качели просто лютые. Такое вообще невозможно торговать. Вырос, упал, вырос. Жесть. Опасно сейчас торговать на фьючерах, поэтому я только беру долгосрочные сделки на фьючерах. У меня открыто Aave в долгосрок, потому что Трамп его тарит. Сегодня я вам расскажу про этот трейд, куда я буду тянуть его. Окей. Так, что у нас по битку? По битку у нас проходит закрепление, то есть у нас есть такой наклон уровень сопротивления. Мы его пробили, опять спустились, протестировали снизу, еще раз пробили и сейчас торгуемся вверху. То есть если мы закрепляемся здесь, даже вот выше 106 тысяч долларов, 107, то все, мы идем дальше. Вот по ближайшей цели это 111-119 тысяч долларов. Вполне можем до 120 тысяч долларов дойти. Опять же, я про эти цели говорил еще очень давно, задолго как мы находились здесь, поэтому... Бычка здесь, бычка с нами. У нас также есть уровень поддержки, который нас удерживает, это тоже очень хорошо. По битку буллиш максимально. BTC резерв, когда создастся правовая норма, когда США начнут покупать биткоин. Я думаю, потянутся и другие страны, это создаст гонку за BTC, и BTC может улететь очень высоко. Но я пока ставлю такие цели консервативные, это 120 тысяч долларов. Опять же, он может пойти выше, я буду только рад. Далее, эфириум.
мама крипторынка, почему-то она у нас плохо себя ведет, не хочет расти. У нас также есть, в прошлом видео я говорил про этот уровень сопротивления, у нас имбаланс, тут имбаланс, мы постоянно от них отталкиваемся, идем вниз. Но смотрите, раз касание, 2 касания, 3 касания, 4 касания, 5 касания, чем больше касаний уровня сопротивления, тем больше шанс пробоя. И мы уже 3400, если мы закрепляемся выше вот этого уровня сопротивления, то мы можем идти дальше вверх. Опять же, пробой уровня сопротивления нас может отправить минимум на 4100 баксов по эфириуму. Я в это верю, я сам ставлю большую ставку на эфириум, на его экосистему, поэтому экосистема эфириума сейчас, как вы видите, не особо себя чувствует, но это все дело времени, когда эфириум полетит, за ним потом будут подтягиваться и альткоины на эфире. Поэтому нужно просто ждать. Я свои позиции накапливаю, ничего не продаю, только покупаю. Поэтому эфириум ждем пробоя этого уровня сопротивления и летим на 4100. Дальше пойдем покорять новые вершины по эфиру. Опять же, там Виталик Бутерин тоже что-то пытается там делать. Вчера про траву писал у себя в Твиттере. Интересный такой человек, интересно. Че, по альтам у нас ситуация не меняется. Все, что говорил в прошлых видео, все актуально. Мы по-прежнему находимся в восходящем тренде по отношению к BTC. Total 3 у нас тоже находится в восходящем тренде. Все у нас в восходящем тренде. Total, это крипто market cap, тоже в восходящем тренде. У нас бычка продолжается. Все медведи, которые писали комментарии под прошлыми видео, можете заглотнуть конкретно зеленую такую свечку большую, можете глотнуть. Бычка у нас продолжается. Доминация меня вообще не радует. Она, за счет того, что BTC резерв, и если начнется гонка стран за BTC, то доминация еще выше улетит, потому что будут деньги идти в биток. Это не есть хорошо для альткоинов в краткосроке, но в долгосроке, когда ликвидность будет переливаться из BTC в альты, это будет очень хорошо, потому что чем выше мы будем падать, тем больше будет перелив ликвидности, тем больше будет рост. Но пока что у нас доминация опять пошла в локально восходящий тренд. Но глобально мы уже, как бы видите, максимум понижаются, и мы спускаемся по доминации. Окей, на это надо время, поэтому просто ждем. Трейд по AAVE, я обещал рассказать, что за трейд. Короче, я взял трейд, прямо здесь вот я зашел в сделочку, сейчас она в небольшом корректосе. Опять же, я поставил большой стоп, это не мой тейк, это я просто примерно поставил, у меня цели 500-600 баксов, то есть вот сюда куда-то вот. Сюда вот я ставлю, что мы пойдем по AAVE, потому что Дональд Трамп, его фонд активно тает этот токен, и это один из топовых дексов на эфире. Поэтому ждем движения от эфира и от AAVE. Я взял позицию на фьючерсы с небольшим плечом, с большой маржой, чтобы меня не ликвиднуло, и поставил стоп, который я могу себе позволить. Поэтому я жду по AAVE 500-600 долларов минимум. Вот такой трейд долгосрочный, это не сегодня, не завтра, не вчера, не через неделю, это долгосрочный трейд, поэтому я готов его держать. Мы находимся в восходящем тренде, мы сломали вот этот уровень сопротивления, закрепились выше, поэтому мы, скорее всего, по AAVE пойдем вверх. По другим альтам, как бы тоже рассказывать особо нечего, просто покупаем, ждем. Большинство альтов находится в накоплении. В следующем видео, кстати, Лида, тоже хороший альткоин, мы в закрытом сообществе его покупали. Дональд Трамп на площадке Лида стейкает свой эфириум, поэтому Лидо, я в него верю, там 5-10 долларов вообще на изи может стоить. Поэтому Лидо тоже держу в своем портфеле, начал только недавно его докупать. На отметках ниже 2 долларов. Дальше, сделаю завтра видос, постараюсь сделать видос про альткоины Трампа, какие альткоины созданы в США, и они с большей вероятностью полетят. Дам небольшой спойлер, это, конечно же, будет Solana, Sui, также будет Aptos, Optimism и разные другие токены. Об этом мы поговорим уже в следующем видео. Поэтому, чтобы его не пропустить, подпишитесь на мой канал, чтобы точно быть в курсе всех крипто-событий. Но если вы хотите торговать вместе с нами, зарабатывать на этом криптовалютном рынке, у меня есть закрытое сообщество Криптобаза, туда можно вступить по ссылочке в описании, там даются сигналы на спот, на фьючерсы, там есть огромная база курсов по обучению криптовалюте от топовых трейдеров, которые продают эти курсы за 200, 300, 500 баксов, все это вы получаете за 69 баксов, вступив ко мне в Криптобазу. Есть вкладочка образования, где там выкладываются полезные статьи по криптовалюте. Вкладочка инвестиции — это мои действия, что я делаю в рынке. Очень много всего интересного. Вы у себя на экране видите, какие тут вкладки есть, что там находится. Поэтому, если хотите вступить в криптобазу, это можно сделать по ссылочке в описании. Ну что, такое вот видео получилось. Я по-прежнему остаюсь быком, как я говорил здесь, говорил. Где еще говорил? Во всех видео, которые я снимал обзор рынка, я всегда говорил, что я остаюсь быком. Даже на всех коррекциях я снимал видосы, писал посты, что люди, мы идем вверх.
Превьюшка такая специально противоречивая, потому что была коррекция, люди заходили, так, коррекция, что происходит? Но мы идем вверх. У нас бычка не закончилась, у нас Дональд Трамп, у нас BTC резерв, у нас все продолжается, поэтому мы остаемся быками, все медведи будут попущены и будут сидеть в берлоге и сосать свою лапу. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи и всем пока!